Финальное соревнование красной серии матчей по стрельбе на дальней дистанции «Универсальный стрелок» стало одним из самых продолжительных в серии. 50 спортсменов из 10 регионов России выполнили 10 упражнений в модулях «Точность», «Динамика», «Дальние дистанции» в огневом центре парка «Патриот». Цель! Переход! В этот раз организаторы подготовили несколько упражнений с переносами огня по фронту и в глубину. Цель! Также достаточно было динамичных упражнений из неустойчивых положений с хит-фактором. Сейчас выполняли упражнения неустойчивой позиции. Сложность данных упражнений всегда является то, что стрелку нужно подобрать оптимальную позицию, чтобы уверенно удерживать сетку прицела на цели. Сделали большой объем технических тренировок, и вот сегодня закрыл все неустойчивые положения. Значит, все работает. Цель! Надо было пройти от верхней позиции до нижней, каждый раз меняя при выстреле позицию. И было достаточно сложно, потому что тут играл фактор времени и попаданий. Закрыл 4 выстрелами и, если я не ошибаюсь, 53 или 54 секунды. В принципе, неплохо, но мог гораздо лучше. Впервые в истории проведения матчей «Универсальный стрелок» спортсмены сформировали команды и соревновались в групповом зачете. Это добавило в соревнование особое напряжение и динамику, а также сплотило участников в коллектив, где каждый член команды вносил свой вклад в общий успех. Командная работа помогала правильно выстраивать план на выполнение некоторых упражнений. Стрелки обсуждали внутри группы положения для стрельбы, ориентиры целей, тайминги, делали промеры дистанций. Упражнение номер 10. Альпийская горка. Модуль 1. Дистанция от 400 до 500 метров. Упражнение «Альпийская горка», стрельба с неустойчивого положения. Нужно произвести максимум 6 выстрелов по 2 целям, попасть 2 раза в каждую со сменной позиции после попадания или после 3 промахов. Такой краткий брифинг. Вообще неустойка – это тот навык, которым должен обладать стрелок, по моему скромному мнению. Хорошее упражнение, всем рекомендую. Отличное упражнение ячейки. Попало с первых 2 выстрелов. Это упражнение, оно условно неустойчивое, но если винтовка хорошо сбалансирована и есть хороший мешок, и она сбалансирована по середине, по месту установки на мешок, соответственно, никаких проблем попадать нет. Нужно было постоянно менять высоту. В принципе, упражнение относительно стандартное. Дистанция была 600 метров. Все получилось, ну, там, конечно, не с первого раза, но все равно все нормально. Цель. Разрядить, показать. Ветер сегодня достаточно щадящий, понятный, пока сюрпризов не доставляет. Сейчас пойдем стрелять дальние дистанции, там будет уже поинтересней. Потому что это разные, скажем так, горизонты, где находятся гонги, большие длинные переносы. Промах! Когда делаешь перенос, ветер для тебя по азимуту меняется. И, соответственно, надо это все учитывать. В этом вот и заключается вся сложность. Ну, в принципе, самый левый я промахнулся, остальные все попал. Победителем финального матча красной серии в классе «Винтовка полуавтоматическая» стал Евгений Атаманов. В этот раз Евгений выступал с новым для себя калибром 6,5 Кридмор. Цель. Евгений отметил упражнение «Акела промахнулся», где первый же промах останавливает стрельбу. Евгений пошел на риск, чтобы поразить самую маленькую 10-сантиметровую цель, но, к сожалению, промахнулся. Еще досадно получил 0 очков в последнем упражнении за непоследовательное поражение мишеней. Как отметил Евгений, просто потерял концентрацию в конце изнурительного стрелкового дня. Но в итоге заслуженная победа и первое место в интересном и захватывающем матче. Мы ему поддались! Спасибо. Немножко. Спасибо. Победителем красной серии соревнований «Универсальный стрелок-2025»
В дисциплине «Винтовка с ручным перезаряжанием» стал Кирилл Лискин. Кирилл выполнял упражнения с новой винтовкой, которая еще находится в стадии так называемой обкатки, но это не помешало подняться на пьедестал и отлично завершить красную серию. Собрал немножко медалек. Спасибо моей команде «Готов, стреляю». Все боролись как настоящие мужчины. В групповом зачете победила команда «Первые среди равных» в составе Максима Гуменюка, Евгения Соловьева, Алексея Чернобровкина и Валерия Шица. Итоги по 3 матчам красной серии подтверждают необходимость в демонстрации стабильно высоких результатов на протяжении всей серии, чтобы завоевать высокие позиции в итоговом протоколе. В ноябре на заключительном матче года будут подведены итоги 2025 года. Отдельно по серии матчей «Универсальный стрелок Long Range», а также общий результат за все 4 серии. В зачет пойдут 3 лучших результата из 4 возможных.